Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой. И это канал о вязании. Сегодня я хочу предложить вам связать крючком вот такую интересную шаль. Вернее, мы будем вязать с вами начало этой шали. Но здесь большая вероятность того, что вы свяжете ее без труда, потому что, как видите, здесь узор, он цикличен, да? С каждым циклом у нас прибавляется по одному раппорту. Я выбрала пряжу для вязания шали Alize Real 40 Angora. Здесь 100 грамм 480 метров, турецкого производства пряжа, приятного такого цвета, нейтрального, песочного, да. У нас в составе 40% шерсть и 60% акрил. И я использовала крючок номер 3,5 для вязания вот этого образца. Часто стала я рекомендовать девочке пряжу различную, другую, которую можно заменить данную. И сейчас не буду, как говорится, сама себе изменять. В общем, девочки, эта пряжа, которую я вам порекомендовала, она хорошего качества, она практически идеально подходит для вязания каких-то пушистых, вот таких типа шалей, да, изделий. Вот, посмотрите, пушистик мягкий, нежный, выглядит очень приятно, узор несложный, вяжется легко, узор красивый. Мне очень нравятся эти трилистнички такие. Здесь используются пышные столбики с накидом, поэтому все, кто умеет вязать, я думаю, что знакомы все эти элементы вязания крючком. Так, значит, как альтернативу могу вам предложить пряжу для вязания тоже шалей Naka Super Angora, тоже турецкого производства. Здесь у нас 10% мохер, 15% шерсть, остальное акрил, 75%. Тоже пряжа мягкая, пушистая. Видите, да, как много здесь пуха, мохер. В общем, тоже идеально подойдет для вязания вот таких изящных изделий крючком. Так, далее, если вы любитель чего-то более такого нарядного, да, вариант нарядного вязания из пряжи Alize Angora Gold Star. Здесь у нас идут пайеточки, видите, блестят они у нас. В пряже содержит 100 грамм 410 метров, тоже турецкая пряжа, естественно, Alize фирма. Так, и мне этот вариант тоже очень нравится. То есть она тоже очень приятно будет смотреться. Вязала палантин из такой пряжи нежно-розового цвета. Ношу 3 года, не снимая. Очень нравится. Дома вот так на плечи накинуть, выйти куда-то там на балкончик, да, просто конфетка. Так, еще для Alize, из Alize с люрексом, тоже такой нарядный вариант. У нас есть пряжа Angora Gold Simli. Есть просто Angora Gold, а это вот с люрексом. Тоже очень шикарная пряжа. В 100 грамм у нас 500 метров, 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлик. Вот этот блеск придает. Тоже идеальный вариант. Вот смотрите, видите, они совпадают по цвету, да? Alize Real, она чуть-чуть, наверное, погрубее, чем вот эта пряжа с люрексом. Это чуть помягче и потоньше. Так, и никто, конечно же, не отменял ни пушистиков. Вероятно, что вот, кстати, Naka еще вот такой есть вариант. Много у меня таких цветов. Девочки, можно связать из пряжи более толстой, не пушистой. Тоже очень хорошо будет смотреться для вязания шалей пряжа
Merino Deluxe 50. Фирма Yarn Art, тоже Турция. 100 грамм, 280 метров. Здесь 49% шерсти, 51% акрил. Вот, тоже будет очень хорошо смотреться, если вы не любите пушистость. Да? Ну и нежная, мягкая Alize Superlana Classic тоже подходит для вязания шалей. Здесь 25% только шерсть, остальное акрил. Так, ну и из русских еще могу вам порекомендовать для вязания шали этой вот такую пряжу. Нашу белорусскую Камтекс. Тоже нежная, пушистая, приятная. В составе 50% у нас шерсть, 50% акрил. Шикарная пряжа, не сваливается, только положительные отзывы. Цвета тоже очень большой спектр. Выбирай, есть из чего выбрать. Да? Так, ну, в общем, вот такой анализ, небольшой экскурс у вас, из чего я бы связала этот вариант шали. Я думаю, вас удовлетворил, да? Давайте с вами приступим к вязанию образца вот этой вот красоты. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Сейчас хочу связать из не очень пушистой пряжи, вам показывать, как ее вязать. Значит, взяла я на просторах интернета вот такую схемочку и решила ее адаптировать под вязание шали. Шаль будем вязать сначала от угла. Вот такие вот из пышных столбичков придумала вязать соломоновые петельки. Ну, собственно, это всем уже давно известный способ. И начинаем мы с вами. Набираем цепочку. Цепочечку делаем с вами из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Крючок у меня номер 3,5. Так. И приступаем. Пряжу можете взять любую, какая вам будет понравиться. И цвет любой, и фактуру любую. Пожалуйста. Так, значит, сделали с вами кружок. Вот эту ниточку я ее обычно завязываю, чтобы она начало не портила. Так, после этого вытягиваем вот так с вами высоту и делаем с вами пышный столбик в наш кружок. 3 вытягивания я делаю, 3 поднятия. Так, сделали пышный столбик, 2 воздушные петли, делаем еще сюда же еще 1 пышный столбик. Сделали. Дальше делаем еще 4 воздушные петли и делаем пышный столбик. Две воздушные петли и 4-й пышный столбик в этот круг, который у нас образовался. Так, сделали с вами 4 пышных столбика. Это наш с вами первый начальный ряд. Далее вытягиваем ниточку, переворачиваем наше вязание и делаем также пышные столбики. 2 пышных столбика, между ними 2 воздушные петли. И так у нас будет начинаться каждый ряд с вами и заканчиваться каждый ряд. Вот таким
вот таким образом. Вот видите, на нашем образце и начало, и конец ряда в обрамлении пышных столбиков. Вот так. Поэтому я буду просто говорить, делаем пышные столбики в начале ряда, делаем пышные столбики в конце ряда. И вы уже знаете, да, что это 2 пышных столбика, а между ними 2 воздушные петли. Так, условились с вами, да? Так, далее, значит, сделали в начале ряда 2 воздушные петли. И после этого надо немножечко отодвинуть нам наше вязание. Так, после этого делаем с вами 1, 2, 3 воздушные петли. И вот сюда, где у нас с вами в центре есть цепочка из воздушных петелек, да, делаем с вами один пышный столбик. Также, значит, этот пышный столбик будет содержать у нас 5 поднятий. 5. И фиксируем его. Далее опять 3 воздушные петли. И делаем с вами в конце наши пышные столбики. Как я уже условились. Значит, это 2 пышных столбика, а между ними 2 воздушные петли. Сделали. Теперь в начале ряда мы будем с вами также делать 2 пышных столбика. Дальше делаем, смотрим, как мы тут делали. 2 воздушные петли мы делаем с вами. И вот в эту цепочку, в эту арку предыдущего ряда делаем столбик с одним накидом. Далее делаем 3 воздушные петли. И вот сюда, над нашим пышным столбиком, делаем столбик с одним накидом. Снова 3 воздушные петли. Вот сюда в арку делаем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и пышные столбики в конце ряда. Между пышным столбиком не забываем делать 2 воздушные петли. Сделали с вами этот ряд. Сейчас вот так он выглядит. Сейчас делаем в начале следующего ряда, переворачиваем вязание, делаем пышные столбики в начале ряда. Две воздушные петли. Сделали. Так. Следующий ряд у нас с вами идут 2 воздушные петли. Затем 3. Затем делаем с вами столбик с одним накидом вот над предыдущим столбиком. Так. Далее делаем с вами 3 воздушные петли. И вот сюда, в центральный наш столбик, делаем с вами столбик с одним накидом. 4 воздушные петли. И опять в это же место делаем еще один столбик. Получаем такую буковку В. Дальше снова 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. И в конце ряда 2 пышных столбика. Между ними 2 воздушные петли.
Делаем, вытягиваем нить, переворачиваем. В начале следующего ряда у нас идут с вами пышные столбики. Далее 2 воздушные петли. Так, сейчас мы с вами делаем вот этот ряд. Вот этот ряд. Мы сделали с вами 2 воздушные петли. Так, 2 воздушные петли. Далее у нас идут с вами столбик с одним накидом вот сюда. Дальше 3 воздушные петли сделали. И теперь в нашу вот эту арочку центральную мы делаем 3 столбика с одним накидом. Четыре воздушные петли и снова 3 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом над предыдущим столбиком и 2 воздушные петли. И в конце нашего ряда не забудьте сделать 2 пышных столбика, так же как и в начале ряда. Больше я не буду показывать, как я это вяжу, пышные столбики в конце и начале ряда. Вы делаете это самостоятельно и встречаемся в начале следующего ряда. Итак, в следующем ряду начинаем снова с пышных столбиков и 2 воздушных петель. Так, делаем с вами вот сюда столбик с одним накидом. Дальше делаем 3 воздушные петли. И вот подходим к нашей с вами центральному нашему элементу. И мы сейчас будем делать следующее. Делаем 3 столбика с накидами над столбиками предыдущего ряда. Вот так. 1, 2, 3. Дальше мы делаем в арочку центральную 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И также симметрично делаем 3 столбика в столбике предыдущего ряда над ними. Далее мы делаем с вами 3 воздушные петли, столбик с накидом над столбиком предыдущего ряда, 2 воздушные петли и пышные столбики, 2 пышных столбика в конце и начале следующего ряда. Вот так выглядит сейчас наше начало шали. Сделали пышные столбики в начале ряда, 2 воздушные петли. После этого мы делаем с вами, смотрите, пышный столбик вот над этим столбиком предыдущего ряда. Из 5 поднятий у нас будет столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Сделали 1, 2, 3 воздушные петли. И вот сюда продолжаем с вами делать столбики с накидом. Сделали 3 столбика с накидом над столбиками предыдущего ряда. Далее мы делаем с вами в одну петельку сразу 2 столбика с одним накидом. И в следующий также делаем 2 столбика с накидом.
Затем у нас идет с вами просто столбик, по центру он будет располагаться с накидом. И симметрично делается также в одну петельку предыдущего ряда мы делаем сразу 2 столбика. И в следующую петельку тоже 2 столбика с накидом. И в оставшиеся 3 столбика делаем 3 столбика с накидом. Вот так вот получается, выглядит наш вид сейчас. Затем мы делаем 3 воздушные петельки. И вот сюда снова пышный столбик из 5 поднятий. Две воздушные петли и в конце ряда делаем 2 пышных столбика. Итак, новый ряд. Провязали в начале ряда 2 пышных столбика, сделали 2 воздушные петли и в пышный столбик предыдущего ряда над ним делаем сейчас столбик с одним накидом, 4 воздушные петли и снова в это же место делаем еще 1 столбик с одним накидом. Вот так. Это мы подготавливаем с вами начало вот такого же листика. Вот видите. То есть отсюда у нас уже идут новые листики формируются, да? Хотя мы еще не завершили вот этот наш лист. Сейчас пойдет самое интересное в узоре листа. Сделали. Далее, после этого мы делаем с вами 3 воздушные петли. Вот. И сейчас будем делать с вами 5 столбиков с накидом, провязывать вместе. Пучок из 5 столбиков сейчас будем делать, смотрите. То есть мы их не довязываем, да? Вот в предыдущие столбики вот так делаем столбики и петельки не довязываем. Оставляем их на крючке. 5 таких петелек у нас с вами, пучок сейчас будет. Так, 5 сделали. И теперь мы их все вместе сейчас провяжем. Смотрите. Берем и вот так вытягиваем через них, через все. Так, и фиксируем. Все. Далее делаем 3 воздушные петельки. И у нас с вами в центре остались 5 столбиков. 5 столбиков с накидом. Над ними мы снова делаем 5 столбиков с накидом. Пять столбиков с накидом сделали по центру. Дальше делаем 3 воздушные петельки и снова делаем пучок из 5 вот этих оставшихся петелек. Для этого мы не довязываем столбики, не довязываем. Вот они у нас на крючке так и остаются. Вот так, 5. И теперь раз, исправили ситуацию. Значит, вот такие у нас с вами получились пучки. И сейчас мы делаем опять 3 воздушные петли. И вот здесь над пышным столбиком делаем вот такую V-образную фигуру. Четыре воздушные петли. И еще сюда же делаем столбик с накидом. Вот так. Дальше делаем 2 воздушные петли. И в конце ряда пышные столбики. Потом в начале ряда пышные столбики.
Продолжаем. Следующий ряд. Сделали пышные столбики в начале ряда, 2 воздушные петли. Сюда, в эту V-образную арочку, мы делаем с вами 3 столбика с накидом. Так, 4 воздушные петли и снова 3 столбика с накидом. Сюда же, в эту арочку. Так, сделали. После этого делаем 3 воздушные петли. После этого мы вот сюда, вот в эту арку, делаем с вами пышный столбик с 5 поднятиями. 1, 2, 3, 4, 5. Сделали. И так соединили. После этого делаем с вами 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. 5. И делаем с вами пучок из 5 центральных петель. То есть мы делаем с вами столбик с накидом, но не довязываем его. Вот так. 1, 2, 3, 4, 5. Сделали. Соединили все это дело. Так. И снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вот сюда снова делаем пышный столбик с 5 поднятиями. 1, 2, 3, 4, 5. Сделали, соединили. Так, вот что у нас с вами получается. Листик у нас с вами уже сделал один, самый первый. И да, мы сделали симметрично. С вами 3 воздушные петли. 3 воздушные петли. Вот сюда делаем с вами 3 столбика с накидом. Потом 4 воздушные петли. И снова сюда же, в эту арку, 3 столбика с накидом. Дальше делаем 2 воздушные петли. И в конце и начале ряда делаем с вами пышные столбики. И встречаемся в новом ряду. Вот так сейчас выглядит наш ряд, который мы провязали. Итак, наш новый ряд. Провязали 2 пышных столбика в начале ряда, 2 воздушные петли. И теперь с вами вот сюда сейчас будем формировать новый листик. Делаем 3 столбика с накидом в столбике предыдущего ряда. Затем мы делаем в арочку центральную 5 столбиков с накидом. И снова 3 столбика с накидом. Сделали. После этого, смотрите, делаем с вами 3 воздушные петли. 3 воздушные петли у нас идут. Дальше идет центральное у нас с вами соединение. Мы делаем с вами вот сюда, в эту арку, вот эту арку соединения. Столбиком соединительным без накида 4 воздушные петли. И вот сюда соединение столбиком без накида. Так. Затем опять 3 воздушные петли. И идем с вами снова вот сюда же. И делаем 3 столбика с накидом. В арку делаем
5 столбиков с накидом. Пять столбиков с накидом. Дальше сразу же делаем 3 столбика, значит, с накидом в столбике предыдущего ряда над ними. Так. И 2 воздушные петли. И в конце ряда пышные столбики наши. Встречаемся в следующем ряду. Сейчас наш ряд выглядит вот таким образом. Сделали 2 воздушные петли в следующем ряду. Так, и сейчас мы будем делать с вами вот такое действие. Значит, пышный столбик с 5 поднятиями мы делаем вот сюда. Вот сюда. 1, 2, 3, 4, 5. Вот показываю вам. Вот у нас с вами по краю идут 2 пышных столбика с 3 поднятиями, а с 5 поднятиями мы делаем соседнюю петлю. Вот так. Дальше, значит, дальше у нас с вами идут 4 должно быть, по сути дела. 4 воздушные петли. И мы вот здесь с вами делаем столбики с накидом. Значит, 3 столбика с накидом над столбиками предыдущего ряда. В следующую петлю мы делаем сразу 2 столбика. В следующую петлю 2 столбика. По центру 1 столбик. Затем снова 2 столбика в одну петлю. Следующие 2 столбика в одну петлю. И оставшиеся 3 столбика. Так. 4 делаем с вами 4 воздушные петли. Так. Затем по центру делаем пышный столбик с 5 поднятиями в арочку. Четыре воздушные петли. И снова делаем с вами столбики с накидом. Первые 3 вот так над столбиками предыдущего ряда. Затем 2 столбика в одну петлю. Опять 2 столбика в одну петлю. По центру столбик с накидом. Затем в следующее 2 столбика в одну петлю. 2 столбика в одну петлю. И оставшиеся 3 столбика. Затем делаем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Вот сюда делаем пышный столбик. Вот сюда, в край, с 5 поднятиями. И 2 воздушные петли. И, как всегда, мы завершаем ряд с вами 2 пышными столбиками. И пышный столбик делаем в начале следующего ряда. Встречаемся в следующем ряду. Вот такой вид сейчас имеет наше с вами вязание. Вот так оно сейчас выглядит. Смотрите. Вот. И мы будем с вами вязать следующий ряд. Следующий ряд. Продолжать вязать наши листочки. Сейчас у нас пики будут в этом ряду формироваться в листочках. Мы сделали с вами в начале ряда 2 пышных столбика, 2 воздушные петли. И над нашим пышным столбиком делаем такую буковку В. То есть столбик с накидом, 4 воздушные петли,
и снова столбик с накидом сюда же. Вот, сделали такую V-образную арочку. Дальше у нас с вами 3 воздушные петли. И мы сейчас будем с вами вот сюда формировать наше пико. Для этого мы не довязываем, помните, 5 столбиков с накидом. Провязываем их все вместе. И делаем с вами 3 воздушные петли. Дальше у нас идут следующие просто 5 столбиков над столбиками предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5 по центру мы их провязали. Вот они у нас центральные сейчас. Дальше делаем 3 воздушные петли и делаем пико из 5 столбиков. Не довязываем, да, помните? Так, 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем их вместе. Провязали. Так. Делаем 3 воздушные петли. И здесь вот у нас с вами сейчас, видите, пышный столбик в центре находится. Мы делаем с вами буковку В. То есть мы вяжем с вами столбик с накидом, 4 воздушные петли и сюда же столбик с накидом. Вот такая V-образная арочка получается. Дальше делаем 3 воздушные петли и переходим к следующему листочку нашему. Будем его довязывать. Значит, вяжем с вами сейчас пико из 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали вместе. 3 воздушные петли. По центру вяжем 5 столбиков. Продолжаем. Да? Значит, 5 столбиков с накидом вяжем по центру. Снова 3 воздушные петли и пика. Пика у нас с вами идет из 5 столбиков. Не довязываем вот так каждый столбик. И провязываем их вместе. 3 воздушные петли. И вот сюда, над пышным столбиком, делаем с вами V-образную арочку. Сделали 2 воздушные петли и пышные столбики в конце нашего ряда, как всегда, и в начале ряда провязываем, встречаемся в начале следующего ряда. Итак, наша шаль уже пошла, значит, на увеличение листиков количества, то есть вот эти вот начала мы закладываем под наши листики, да, 1, вот это вот V-образная арочка, 2 и 3, да, то есть теперь у нас будет не 3 листика, а сразу не 2 листика, а сразу 3 листика. Вот, вид нашей шали сейчас вот такой. Вы поняли, в принципе, уже по одному провязанному листочку, вы поняли принцип вязания, да, такой у нас получился 3-листник с 3 пиками, вот. Уже вы, в принципе, освоили, я понимаю, количество петель, технику выполнения этих листиков. В принципе, уже
сейчас мы довяжем с вами вот эти листики, чтобы уж у нас узор имел завершенный вид, и вы сможете вязать самостоятельно из ряда в ряд. У нас будет только увеличиваться количество листиков. Вот и все. Свяжите шаль до нужной вам высоты и будете ходить и любоваться ей, и на вас будут любоваться и радоваться. Давайте продолжим. Так, значит, следующий ряд. Уже вы, наверное, уже сами догадываетесь, что будет в этом ряду, потому что уже повторные действия идут. Сейчас у нас вот в образовавшуюся V-образную арочку мы делаем с вами, начинаем столбики с накидом делать. 3 столбика с накидом у нас идут. Вот, между ними мы делаем с вами, как помните, значит, 4 воздушные петли, снова 3 столбика с накидом. Сделали, да? Затем, смотрите, вот этот ряд у нас с V-образным. Вот. И здесь у нас сейчас с вами будут вязаться пышные столбики. Вот эти пышные столбики, да? Вот эти. Для этого мы вяжем сейчас 3 воздушные петли. Раз, два, 3 воздушные петли у нас идут. Затем мы делаем пышный столбик с 5 поднятиями вот сюда, в эту арку листа нашего. Сделали. Затем мы делаем 5 воздушных петель. 5 воздушных петелек. И сейчас мы делаем пика. Вот это по центру из 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Сделали пика по центру. Так, провязали все вместе и соединили. Получилась пика. Затем снова делаем 5 воздушных петель. Раз, 2, 3, 4, 5. И новая пика. И новый пышный столбик с 5 поднятиями в арочку. Провязали, соединили. Делаем 3 воздушные петли. Сделали 3 воздушные петли. И у нас с вами формируется наш листик, да, и мы сюда 3 столбика с накидом делаем по центру, V-образную арочку. Затем у нас идут 4 воздушные петли, снова 3 столбика с накидом. Три воздушные петли. И снова вот сюда пышный столбик с 5 поднятиями. Сделали пышный столбик. Затем 5 воздушных петель и пика. Вот здесь делаем пика. Завершаем наш листик. Раз, 2, 3, 4, 5. Провязали все вместе. 5 воздушных петель. Раз, 2, 3, 4, 5. Делаем сюда пышный столбик с 5 поднятиями. Раз, 2, 3, 4, 5. 3 воздушные петли. Вот так выглядит сейчас наши завершенные листики. 2 наших листика завершенных. Подготавливаем почву для новых листиков. Теперь 3 их будет. Раз, 2, 3, как я уже вам говорила, да? Вот. Но уже сейчас узор очень интересный вырисовывается, правда? Вот. И, в принципе, все очень логично, все очень понятно. Давайте довяжем этот ряд.
Так, 3 сделали воздушные петли и делаем с вами 3 столбика нашего нового листа. 3 столбика с накидом. Затем 4 воздушные петли. Да, слышу. 3 столбика с накидом. Добрый вечер, Виктор. И у нас с вами остались 2 воздушные петли. И, значит, 3 пышных столбика. Итак, мы с вами завершаем наше вязание. Вот так сейчас выглядит наш образец, который мы связали. Завершенные у нас с вами 3 листика. Мы заложили основу под новые листики. Алгоритм выполнения узора понятен. Вот здесь у нас, значит, в самом начале начинается раз листик, да, по центру листик пойдет, аналогичный вот этому. И вот здесь в начале, в конце ряда, то есть еще будут вот 3 листа. Все они одинаковые. Соединения вы тоже уже поняли, как выполняются. То есть переход от одного листа к другому, да, с помощью вот этого пышного столбика, который у нас прикрепляется вот так с начала ряда, вот здесь и в конце ряда. Вот. И не забывайте делать его именно вот в том ряду, где у нас с вами идут в листе самые большие прибавочки. То есть в этом ряду не забывайте начинать новое, значит, основа нового листа начинается с пышного вот этого столбика. Видите, вот как по центру, да? Вот пышный столбик, и от него пошла V-образная арочка, и далее растет листик. И далее у нас растет листик. Исключение у нас составляло, когда мы выходили с вами на этот листик из угла. Да? Сразу не могли начать, потому что это было бы неправильно. Да? И мы вот так вот с вами выходили постепенно к листику. Прибавляли петельки из ряда в ряд. Вот. Ну а сейчас я хочу сказать, из какой пряжи я начала этот образец. В принципе, он очень подходит под шаль. Если у кого нет вот этого, из ангора я вязала, вот этот воздушный, первый свой большой образец я вязала из ангорочки. Тоже интересно, легко, воздушно, красиво, как вы видите, да. Мне тоже очень нравится. Я продолжу вязать именно этот узор, потому что мне он показался эффектным, довольно-таки интересным, таким необычным и легким в то же время, да. Очень шишечки вот эти очень такие забавно смотрящиеся, мне нравятся. Я уже придумала, как я буду обвязку делать своей шали. Вот такие вот из пышных столбичков придумала вязать соломоновые петельки. Ну, собственно, это всем уже давно известный способ вязания, да. Ну, а кто впервые столкнулся, давайте я вам покажу, как я это делаю. Вот эти ряды соломоновых петелек, их можно связать много. То есть я вот вам показала первый ряд, да, а можно их много сформировать и в последнем сделать вот эти вот пышные столбики. Давайте я вам покажу. Я вот уже попробовала, как я это делаю, да, как бы у нас будет 2 мастер-класса в одном. Так, значит, я делаю, значит, соединительный столбик без накида, вытягиваю на нужную нам высоту петлю, вот так. Ну, вот приблизительно, видите, они у меня все вот так вытянуты, да. И как мы обычно делаем, вот так, да, и вот так фиксируем с вами столбиком вот таким без накида. Зафиксировали, да. Затем я делаю пышный столбик, который у меня вот сюда пойдет. Наверное, знаете, я возьму сейчас крючок поменьше. Здесь надо крючок поменьше брать, а то не влезет куда надо, да. И делаю я пышный столбик,
как можно более пышной. Давайте сделаем с вами 5 поднятий. Сейчас. Неудобно сижу. Так, 1, 2, 3, 4, ну 5 поднятий, да? Надо было повыше поднять. Ну, я вам показываю. Так, зафиксировали пышный столбик. Из этого пышного столбика делаем еще один пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Сделали. О, не сделали. Сейчас. Но нить не должна быть в натяг. Очень она срывается сразу. Так, еще раз. Повторение, мать учения. 1, 2, 3, 4, 5. Сделали, соединили. 2 пышных столбика вот так соединяем, смотрите, вот так, и соединительным столбиком без накида соединяем их. Все, соединили, да? Можем еще раз вот так провязать. И после этого мы делаем еще, вот так вытягиваем на такую же высоту, да? Делаем соломоновую петельку. 1, 2, 3. Сделали, да? И идем сюда. Вот сюда идем. И вот сюда я делаю соединение. Вот так. 1. Соединительным столбиком без накида. 2. Все, соединили мы. Вот какая у нас красота получилась, да? Дальше также вытягиваем. 1. Вытянули. Сделали снова соломоновую петлю. Так. Делаем с вами пышный столбик. Можно побольше вытянуть, чтобы он был попышнее. Сколько хотите, делайте поднятий. Сколько хотите. Я сделаю 5. Сделали. Соединили. Еще один пышный столбик сюда же. Фиксируем. 1, 2, 3, 4, по-моему, уже 5 было. Ну ладно, теперь 6 получилось. Так, сделали. О, 6 даже лучше. Может, даже 6 вам советую делать. Так, сюда в начало основания пышных столбиков соединяем их столбиком без накида. Вот так. Так. Вытягиваем еще одну петельку соломоновую делаем. Оп. И сюда, в начало нашего путешествия, вот сюда, где у нас с вами пышные столбики шали, да, вот край нашей шали, вот я сюда зафиксировала его столбиком. Все. Вот такая у нас с вами получилась красота висючая. Вот. Вот так все это смотрится. Красиво, правда? Интересно. Вот. А если их будет много, это вообще будет еще красивее. Ну, собственно, вы поняли. Шаль довольно-таки интересным узором связана. Шаль достойна внимания. Шаль легкая, воздушная, из ангоры вяжем. И либо это тоже будет потяжелее. Пряжа Alize Superlana Classic. 25% в ней шерсти, 25% акрила, мягкая. Она более толстая, чем, конечно же, наша ангора, да, как вы видите, почти в 2 раза. Но есть люди, которые не любят пушистые пряжи. Я знаю, есть такие люди. Поэтому я считаю, что для бактуса, для красивого какого-то шейного платочка, если вы хотите ажурный, да, вот эта вот пряжа вполне подойдет. Она красивая, она легкая, в ней много акрила, она блестит немного. Из нее легко вязать. Крючок, кстати, я вязала 3,5 крючочек. Вот. И
Ну, в общем, это на любителя, что я вам буду расхваливать. Вот я вам связала образец из нее. Вы можете сравнить, собственно. Вот так выглядит эта пряжа. И поскольку крючок один и тот же, вот так выглядит наша с вами ангорка. Ангорочка. Вот. Тоже красивое исполнение получается. Нежное такое. Пушистая. Я зачарована этим узором. Мне он нравится. Давайте будем вязать, продолжать. Не будем отвлекаться на лишние разговоры. До новых встреч, мои дорогие.